Привет, ребята! Меня попросили сделать кухонную полку из 2 плит ЛДСП, оставшихся от сборки кухонной мебели. И хотя я не люблю плитные материалы, отказываться не стал. Во-первых, просьба исходила от пожилого человека, а во-вторых, для меня и такой опыт будет полезным. Прежде всего, накидал простенький эскиз в программе SketchUp и приступил к раскрою материала. Основная трудность состояла в том, чтобы сделать полку с имеющимися кромками со всех видимых сторон, так как кромить обрезанные произвольно детали мне было нечем. Отсюда и столь непритязательный дизайн изделия. Черновой распил плиты показал неудовлетворительный результат. Сколы на кромке были слишком большими, поэтому я решил поставить специализированный пильный диск с большим количеством зубьев. Вначале я сделал пропил на несколько миллиметров, а вторым заходом отпилил деталь окончательно. Сколы почти исчезли, и кромка стала выглядеть намного аккуратнее. Чтобы соединить две детали полки между собой, я использовал секундный клей, после чего скрепил детали на конферматы. Отверстие под евровинт я рассверливал специализированным сверлом. Для точного позиционирования сверла я сделал простой кондуктор из куска толстой фанеры. С таким кондуктором риск промахнуться значительно снижается. После соединения нижней полки с двумя боковинами у меня не получился прямой угол. Но это не беда, так как верхняя полка притянет боковины и ровный угол появится. Пока бортики клеются к полкам, я размечаю для них отверстия под шурупы.
Головки шурупов будут утоплены и закрыты шпатлевкой древесного цвета. Для изготовления задней стенки я решил использовать не крашеный белой краской кусок МДФ, который мне достался от заказчика, а тонкую фанеру из какой-то заморской древесины. Кусок этой фанеры находился в упаковке одного из моих станков. После установки навесов мою работу над кухонной полкой можно считать завершенной. Полка получилась именно такой, какой я ее и задумал. Надеюсь, заказчику моя работа понравится. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго и до новых встреч!